Привет, пилоты! Как у вас дела? На связи ремейкер, канал Тифру. И очень даже понимаю, что у вас довольно напряженная неделька, и скорее всего дальше веселее. Бета 5 батлы завершилась, бетка Black Ops 7 вот-вот стартует, и скорее всего многие из вас ее опробуют. Но я все-таки решил залипнуть в наш старый добрый титановый мультиплеер. И вопрос на злобу дня. С чем таким вот поиграть? А это, собственно, сборки. Сборки, которые я обычно обхожу стороной, и в этом выпуске на ваших экранах всеми нелюбимый инвиз, который лично я не примерял на себя года так 3-4, может больше. И, конечно же, пистолет-пулемет САР, рассматриваемый как самый нубский нубаган уходящего десятилетия в истории видеоигр. Поиграв этим сетапом несколько десятков матчей, меня, конечно, трудно удивить какими-либо там ругательствами в мой адрес, и вряд ли после этого я буду делать с десяток пожалейкиных постов. Но тут, ребята, чертям разбили мое любящее сердце, и ладно бы, это все суета, но Греном я решил обратиться с новаторским подходом, и моим железным выбором в прошедшую неделю стала электродымовая граната. Самый бесполезный девайс, особенно для тех представителей местной фауны, кто кроме вольта, фазы осколочной, ну и пару десятков новых модификаций в этой игре, скорее всего ничего и не пробовал. Смелая водная, которая полезнее электродым не сделала. Вот какие, к примеру, какие именно вы, уважаемые пилоты, предпочитаете пикать грены, когда настраиваете свой сетап? С фраг-гранатой все просто, зажим, СМС-сигнал, гарантированный фраг. Кстати, вот здесь я совсем недавно начал ловить себя на мысли, что фраг-граната, осколочная, иногда юзается не просто так забавы ради, что на самом деле зачастую происходит. Но здесь также стоит отметить потичи, которые активно юзают сборку Нубарока фазового и пытаются сделать более 5 киллов к ряду, в течение, скажем, 40-60 секунд, и при этом ни разу не умерев. 5-6 киллов без смертей исполнить вполне реально. Для бывалых нубароков это вообще не проблема, но вот дальше становится напряжно. САР, конечно, прекрасный инструмент. Правда, ради у него есть свои ограничения, но их вполне себе можно компенсировать с зажатой осколочной и при должной сноровке, прошаренной микре и сухим ладошкам исполнить 7-10 киллов за 60 секунд и при этом ни разу не сдохнув. Это вполне осязаемый план, если вы работаете по принципу САР, фаза САР, осколочная, фаза САР, осколочная. И так по кругу. Прошла половина матча, количество киллов уже в районе 25, и это без вызова Титана, который скорее всего будет Ронином или Нордстаром. Самые отчаянные ребята пикают взрыв-пакет, и такая смелость зачастую вознаграждается смачными киллами и самыми эпичными моментами, которые здесь только можно себе представить. Firestar – это заурядная классика. Для любителей слайдить сквозь узкие коридоры комплекса в поисках скопления противников или пританцовывать джага-джага, кошмаря вражеских титанов. Грави-звезда – это самое настоящее ребячество для юных 12-15-летних славных ребят, кто не против ускориться в начале каток, затроллить вражескую катапульту и творить другие непристойные вещи с тушками оппонентов. Дуговая граната, граната моя граната. Потому как не напрягает серое вещество, не обязательно зажимать, рассчитывать нужный момент и место приземления. Надеешься, что застанешь и сделаешь уверенный килл, а лучше серию киллов. И возвращаясь к электродымовой гранате, или давайте сократим до смока. Так вот, смок при таком вертикальном геймплее и против даже полусредних игроков – это совершенно бесполезный девайс, который, да, жалит, наносит хороший урон, имеет достаточную площадь поражения, но на этом все. Увернуться от смока чрезвычайно легко. Если вы обладатель заряженного стимулятора или фазы, то смока для вас в принципе не существует. Но здесь я хотел бы заметить, что на смок по факту в мультиплеере бессознательно ведется большинство. По той простой причине, что у нас здесь хватает любителей зависать в пристройках у обрыва, например, на вышках, в колонии, городе ангелов, Эдеме. Да и вообще, смок удобно заюзывать, когда твои братюни долбятся с братюнями вражескими, и смока неплохо так разбавляют эту атмосферу. Не обязательно зажимать или подбираться вплотную, достаточно нормально так прицелиться, и смок сделает свое дело, полностью охватив пространство вышки, и выветрится он оттуда очень даже не сразу. Если вы используете тепловой прицел, то смог может стать прекрасным прикрытием, сквозь которое можно стрелять без лишнего палева.
И здесь я говорю не о крысиных ситуациях, хотя и такие имеют место быть. На самом деле о смоках можно рассмотреть десятки сценариев, для реализации которых зачастую нужна смекалка, но также и удача. Потому-то электродомовая граната и считается самой бесполезной, банально по той причине, что в Titanfall 2 зачастую надо думать. Да и думать при таких вертикальных скоростях довольно неудобно. Поэтому осколочная для нубаруков в 95% случаев и для ровных потичей в 5%, взрыв-пакет для ценителей изящных киллов и эпичных моментов, грави-звезда для юных ребят, которые просто желают повеселиться, Firestar – это выбор самых настоящих санитаров фронтира, электродомовые смоки – это чисто решение для тех, кому нечем заняться. Ну, я устал, все задрало, дайте смок и пачку фруктовых жвачек. Дуговая граната – это чисто стан-вражин с последующей прокачкой пистолетов. Но какой ваш самый любимый, самый предпочитаемый гранатный сетап? Скажем, выбор онок для вас – это как дополнение к определенным сборкам, часть стратегии? Или подобный вопрос особо не принципиален, и вы кидаете так, как кидаете? Вот хотел сделать ролик на пару минут, но ты его досмотрел, и оно неудивительно, ведь мы с тобой в одной тиме, в тиме Мардера. I do not require understanding, only your compliance. Следите за этим каналом, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер, отключаюсь. И вступайте в сеть.